Дорогие друзья, сегодня у нас с вами необычный мастер-класс. Мы поговорим о желаниях и поможет нам в исполнении желаний. Здесь я поставлю многоточие, вы, надеюсь, уже догадались. Крючок я использую троечка. Вязать буду из золотой нити. Видите, я взяла два вида нити. Если у вас нету ниточки вот такой интересной с включениями, да, такими маленькими золотыми, можете использовать просто золотую нить. Если вы не найдете золотую нить, можете желтенькую ниточку использовать и золотые бусинки. Присоединяйтесь, у вас получится нечто красивое, интересное и украсит ваш праздник, Новый год, и, надеюсь, будет исполнять желания в течение всего года. И как вы уже и догадались, мои дорогие, это золотая рыбка. Вязать мы сегодня с вами будем вот такую красоту. Хочу сразу два слова сказать, что рыбка получается объемная, то есть с одной и с другой стороны смотрится одинаково. Бусинки вы можете пришить золотые, можете серебряные, можете черненькие. Все зависит от того, какой внешний вид рыбки вы хотите. И еще, смотрите, я выполнила два варианта. У меня плавнички разные. И в одном случае я внизу сделала такой плавничок, а в другом случае сделала вверху. То есть получилась как бы корона. Выбирайте любой вариант. Опять же, хвостик можно вот таким образом, да, ровненько, а я еще и вот немножко вот так, скажем так, объем придаю нашему хвостику, и вот очень интересно и красиво смотрится. Все зависит от вашей фантазии. Опять же, я подчеркиваю, что вязание — это творчество. Надеюсь, я вас вдохновила на создание такой красоты. Присоединяйтесь. И надеюсь, что ваши желания обязательно исполнятся. Как я и говорила ранее, мы совмещаем две нити. Золотую и нашу вот такую нить с вкраплениями, включениями. И начинаем выполнение нашей рыбки с 5 воздушных петель, замкнутых кольцом. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Далее я выполняю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Выполнили. Далее накид на крючок, и я в наше колечко буду провязывать 9 столбиков с одним накидом. И обращаю ваше внимание, нить я буду прокладывать, то есть как бы ввязывать, для того, чтобы потом хорошо затянуть, и наше колечко уменьшится. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9 столбик с накидом. Выполнили. Далее я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема. Так, оттяну немножко, чтобы видно было хорошо. Вот она. И выполняю соединительную. Мой первый ряд рыбки готов. Видите, вот в колечко, да, его хорошо видно. И теперь что мы с вами делаем? Я остановлюсь, выверну и покажу просто.
И хорошо вот таким образом подтягиваем. Все, видите, исчезла наша дырочка. И можно ниточку хорошо так протянуть и убрать. Мы пока это делать не будем. Я выверну. И мы приступим с вами к выполнению второго ряда нашей золотой рыбки. И прежде чем продолжить, я хочу показать уже на готовой рыбке, чтобы вы понимали принцип работы. Смотрите, сама рыбка вяжется по кругу. Все мы с вами будем делать без отрыва нити. Это достаточно просто и быстро. И в верхней части у нас будет идти столбик, и, ну, скажем так, с одной стороны и с другой стороны будут идти петли подъема. Мы в процессе работы, вы сейчас все поймете. И очень удобно зафиксировать именно вот эти столбики, столбик и петля подъема. Она будет зафиксирована у нас маркером. До нее и после нее очень удобно делать прибавление. И когда она зафиксирована, мы будем хорошо видеть, где это делать. Я приступаю к выполнению второго ряда. 3 воздушные петелечки подъема. И я их сейчас зафиксирую маркером, но после них я ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю, смотрите, первый столбик с накидом, и в эту же вершинку выполняю второй столбик с накидом. То есть выполняю 2 столбика с общим основанием. Далее я маркером фиксирую мои петли подъема, и потом я буду его просто переставлять. Далее 2 столбика с накидом ровно. 1 и 2. И 2 столбика с накидом с общим основанием. 1 и 2. Далее столбик с накидом, который опять же я зафиксирую маркером. Зафиксирую сейчас, я выполню еще 2 столбика, а потом зафиксирую, чтобы было удобнее. Первый столбик и второй в эту же вершинку, то есть 2 столбика с общим основанием. Выполнили. Фиксирую наш столбик. Давайте завершим наш ряд. Ниточку я уберу попозже. Далее 2 столбика ровно. 1, 2 и 2 столбика с общим основанием. 1, 2. И завершаю выполнение моего кругового ряда в 3-ю воздушную петелечку подъема. Ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема и соединительная. Все, мой круговой ряд завершен. Я останавливаюсь и смотрите. Вот мы с вами разделили нашу рыбку на 2 части. То есть это одна часть, а это другая. И как вот я вам показывала, да, рассказывала, то есть этот столбик будет идти с одной стороны рыбки, а другой, который у нас представлен в виде 3 воздушных петелечек подъема, будет идти с другой стороны. И мы с вами можем приступить к выполнению нашего следующего 3-го ряда. Мы продолжаем с вами работу и приступаем к выполнению 3-го ряда нашей рыбки. 3 воздушные петелечки подъема. 1, 2, 3. Я потом переставлю маркер. И, как я и говорила, очень удобно. Сразу я выполняю 1, 2 столбика.
То есть, если мы переставим с вами сейчас маркер, да, то мы вот ориентируемся по маркеру. До и после маркера мы с вами выполняем столбики с общим основанием. Выполнили. Далее провязываем ровно. Раз. Два. Три. Четыре. Столбика провязали ровно. Далее у нас с вами будет столбик, вот, который будет зафиксирован, маркером зафиксирован. И теперь мы, значит, выполняем 2 столбика с общим основанием. Раз и 2. Далее столбик с накидом. И мы его фиксируем маркером. И после него 2 столбика. Раз, два с общим основанием. Маркер переставляем. И идем дальше. Опять же. Раз. Два. Три. И 4. И 2 столбика дальше с общим основанием. Раз и 2. Выполнили. И теперь мы завершаем наш ряд. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Хорошо подтягиваем. Мой круговой ряд завершен. Это у нас с вами был 3-й ряд. И далее будем выполнять 4-й ряд. Он очень простой. Это просто ровный ряд, столбики с накидом. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. 3 петли подъема. И далее в каждую вершинку я провязываю по столбику с одним накидом. На что хочу обратить ваше внимание: маркеры не забывайте переставлять. И просто провязывайте в каждую вершинку по одному столбику. И у нас с вами получится ровный красивый ряд. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение моего 4-го кругового ряда. Напоминаю, это ровный ряд, то есть столбики с накидом связанные ровно. Ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Хорошо подтягиваем. Мой круговой ряд завершен. И теперь я могу приступить к выполнению 5-го ряда. 5-й ряд у нас будет с сокращениями. И именно в 5-м ряду мы с вами начнем выполнение наших плавничков. Давайте посмотрим, как мы будем это делать. 3 воздушные петелечки подъема. Я маркер немножко позже переставлю. Далее накид на крючок. И смотрите, я выполняю 2 столбика с накидом с общей вершинкой. Первый незавершенный столбик и далее второй незавершенный столбик с накидом. Общая вершинка. Далее выполняем 1, 2, 3 и 4 столбика с накидом. Далее 2 столбика с общей вершинкой, то есть как мы выполняли и ранее.
первый незавершенный столбик, далее второй и общая вершинка. Далее я выполняю столбик с накидом ровно. И именно, как я и говорила, вот именно над этими столбиками у нас с вами будут с одной и другой стороны плавнички. То есть мы сейчас будем с вами выполнять навязочку. Как мы это делаем? Работу разворачиваем. Я выполняю одну воздушную. Далее под первый столбик, вот, я выполняю 2 столбика без накида. 1 и 2, точнее вокруг, да, нашего столбика. А вокруг следующего, вот, я специально разворачиваю, чтобы вам видно было хорошо. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И над следующим, вот наш столбик, опять 2 столбика без накида. 1 и 2. Я остановлюсь и смотрим, что у нас получилось. Далее я выполняю одну воздушную петелечку и работу разворачиваю. Смотрите, ввожу крючок в первую вершинку столбика без накида, выполняю столбик без накида. Далее у меня пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Ввожу крючок в вершинку, захватив вот таким образом нити. Выполняю соединительную. Выполнили. Далее в следующую вершинку я ввожу крючок, столбик без накида. Далее столбик без накида и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И мы выполним с вами пико из 5 воздушных петель через столбик без накида. То есть я ввожу крючок точно так же, как при пико, только выполняю, вытягиваю ниточку, то есть выполняю незавершенный столбик без накида. Далее в следующую вершинку незавершенный столбик и общая вершинка. Выполнили. Далее столбик без накида в следующую вершинку. И я выполняю 3 воздушные петелечки. 1, 2, 3. Далее смотрите, ввожу крючок во вторую петлю от крючка, столбик без накида. Далее выполняю накид на крючок и в следующую воздушную выполняю столбик, точнее полустолбик, вот таким образом. Далее ввожу крючок в вершинку нашего столбика, то есть точно так же, как мы выполняли раньше, и перед этим накид делаю. Выполняю все медленно, чтобы было понятно. Видите, вот таким образом. Провязываю и выполняю, получается, незавершенный столбик. Далее в следующую вершинку накид и будет незавершенный полустолбик. И теперь смотрите, все петли на крючке я провязываю вместе вот таким образом. Такое пико у нас более плотное получается. Далее в вершинку следующего столбика я выполняю столбик без накида.
И у нас с вами осталась воздушная петелечка. Я ввожу крючок. Здесь смотрите, можете в нее ввести, можете под нее ввести. Это не важно. И выполняю соединительную. Я останавливаюсь и смотрим. Мой плавничок вот такой готов. Специально разные пико у нас с вами такие. Поправляем. И дальше мы с вами нашу нить возвращаем в работу. Точнее, нашу рабочую петлю я покажу как. И продолжаем выполнение нашего ряда. И теперь мы должны вернуть нашу петелечку в работу. В каком плане? То есть вернуть в тот ряд, который мы с вами выполняли. Вот вершинка нашего столбика, над которым мы выполняли навязочку. То есть мы как бы работу над рядом остановились над этим столбиком. Я беру, захватываю петлю и прямо в вершинку протягиваю. Все. Немножечко подтягиваю. И наша рабочая петля готова. Она у нас в работе над 5-м рядом. Я выполняю накид на крючок. И теперь беру поудобнее. Мы потом с вами все поправим. И у нас, смотрите, вот вершинка нашего следующего столбика. Я выполняю первый незавершенный столбик. Далее второй незавершенный столбик. И общая вершинка. Далее столбики с накидом считаем. 1, 2, 3, 4. Не спешите, внимательно. И далее у нас будет опять же 2 столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. Далее я завершаю наш ряд, ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. И теперь, прежде чем продолжить, мы посмотрим, что у нас получилось. Вот видите, такая красота у нас получается. Мы сейчас добавим синтепона, и наша рыбка оживет. И теперь будем делать плавничок на противоположной стороне. И теперь начнем выполнение нашего плавничка. Опять же, точно так же, как мы выполняли здесь над столбиками. Здесь у нас столбики заменяют петли подъема. Мы выполняем одну воздушную петелечку. Далее 1, 2. Маркер я убираю. Над следующим столбиком, ну в данном случае это петли подъема, 3 столбика без накида, 2, 3 и далее 2. То есть все точно так же, как и на противоположной стороне. Выполнили. Далее 1 воздушная. Я работу разворачиваю. Смотрите, очень внимательно. Я пропускаю первую вершинку и в следующую вершинку ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Далее в следующую вершинку я выполняю полустолбик. Следующую вершинку я выполняю 2 полустолбика с общим основанием. То есть первый полустолбик и сюда же второй полустолбик. Выполнили.
В следующую вершинку я выполняю еще один полустолбик, видите. И далее полустолбик и выполняю 3 воздушные петелечки. 1, 2, 3. Выполнили. Далее я ввожу крючок во вторую петлю от крючка, выполняю столбик без накида. Далее в следующую воздушную я выполняю еще один столбик без накида. Далее я ввожу крючок в вершинку столбика. Помните, да, как мы пико выполняли? Здесь мы за 2 нити просто захватимся вот таким образом. И выполняю незавершенный столбик без накида, то есть вот таким образом вытягиваю ниточку. И ввожу крючок в вершинку следующего столбика. Вот он. И опять же незавершенный столбик без накида. И общая вершинка. Хорошо подтягиваем. Далее я выполняю воздушную. И смотрите, беру, и вот моя соединительная, которую я провязывала в 3-ю воздушную петелечку подъема. Ее может не видно, но 3-ю петлю подъема, над которой мы с вами над этими петлями выполняли навязки. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, куда уже провязывала соединительную, и выполняю еще одну соединительную. И теперь останавливаюсь и смотрим, что у нас получилось. Я поправляю. И вот такая красота у нас с вами получилась. На что я хочу обратить ваше внимание. В рыбке вы можете этот поплавок сделать верхней частью, а можете этот. Как вам нравится. Дальше мы будем выполнять наш следующий ряд. Это будет 6-й ряд нашей рыбки. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Над 5-м, точнее при выполнении 5-го ряда мы сделали плавнички и приступаем к выполнению 6-го ряда. Все очень просто, и мы дальше с вами работаем. Мы приступаем к выполнению 6-го ряда и начинаем выполнение с 3 воздушных петелечек подъема. Можете опять же отметить их маркером, а можете уже не отмечать, их будет хорошо видно. И продолжаем. Мы выполняем 2 столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный столбик, далее 2-й и общая вершинка. Далее 2 столбика выполняем ровно. 1, следующую вершинку 2-й. И опять 2 столбика с общей вершинкой. Первый столбик и 2-й. Общая вершинка. Далее мы вводим крючок, не забываем, главное не потеряйте этот столбик, над которыми, видите, да, вот мы навязку делали, и вот вершинка столбика, над которыми в предыдущих рядах мы делали навязку. И далее накид на крючок, и мы выполняем первый незавершенный столбик и 2-й. Мы потом с вами все поправим. И общая вершинка. Далее я выполняю 2 столбика ровно. 1, 2 и 2 столбика с общей вершинкой. 1,
и 2. Общая вершинка. И теперь смотрите, я буду завершать выполнение ряда, вводить крючок в третью воздушную петелечку подъема, все как обычно. Но пока я не завершаю, мне нужна такая, скажем так, хорошее отверстие для того, чтобы добавить внутрь моей рыбки синтепон, то есть набить ее синтепоном, придать объем. И я останавливаюсь, беру синтепон и наполняю отверстие моей рыбки. Я наполнила рыбку синтепоном. Хочу сразу сказать, вы можете использовать буквально любой наполнитель, который у вас есть под рукой. И еще хочу сказать, что я ее не делала очень толстенькая, такой, знаете, вот просто придала объем. И затем форму придам и хорошо синтепон распределю уже по самой рыбке. А сейчас я завершаю выполнение моего ряда. Я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема, захватываю нить рабочую, выполняю соединительную, хорошо подтягиваю. Вот таким образом. Видите? Далее я могу приступить к выполнению следующего ряда. Я выполняю 3 воздушные петелечки подъема. 1, 2, 3. И накид на крючок буду выполнять первый столбик с накидом незавершенный. И далее второй столбик с накидом незавершенный. И общая вершинка. Далее опять же 2 столбика с общей вершинкой. Здесь у нас с вами совсем мало петелечек уже будет. Первый незавершенный и второй. И общая вершинка. Далее столбик с накидом ровно. То есть вершинку просто провязываем 1 столбик с накидом. И опять 2 раза будем провязывать столбики с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. И еще раз первый. Давайте повторим, немножко подтяну. Первый и второй. И общая вершинка. И далее, смотрите, я буду завершать ряд. Точно так же введу крючок в третью воздушную петелечку подъема и выполню соединительную. Вы выполните самостоятельно, но перед этим я опять же вот пустое пространство немножко еще наполню синтепоном. И завершу уже выполнение моего ряда. Это у нас с вами 7-й ряд нашей рыбки. Я завершила выполнение 7-го ряда, как мы с вами и договаривались. Ввела крючок в третью воздушную петелечку подъема, выполнила соединительную. И теперь мы с вами можем приступить к выполнению нашего вот такого роскошного хвостика у рыбки. Как мы это делаем? Смотрите, я выполняю 1 воздушную петелечку подъема. Далее очень внимательно я ввожу крючок в вершинку наших столбиков, да, вот общая вершинка. И то же самое делаю на противоположной стороне. То есть вот таким образом 2 вершинки захватываю. И провязываю сюда 2 столбика без накида. 1 и 2. Далее то же самое. Общая вершинка и на противоположной стороне. И выполняю 1 и сюда же 2.
И обращаю ваше внимание, вершинка столбика с накидом у нас остается нетронутая. Я выполнила 4 столбика. Далее приступаю к выполнению следующего ряда, воздушная. Работу разворачиваю, ввожу крючок в вершинку первого столбика, выполняю первый столбик без накида и второй. Далее вершинку следующего столбика я выполняю 1 столбик без накида, вершинку следующего столбика 1 и вершинку следующего 2. Раз и 2. Выполнили. Я выполнила 2 ряда моего хвоста, хвостика, и приступлю к выполнению 3-го ряда. Я приступаю к выполнению 3-го ряда моего хвостика, хвоста. Я выполняю 3 воздушные петелечки подъема и работу разворачиваю. Вот таким образом. Далее, очень внимательно, я буду выполнять везде арочки из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее, смотрите, я ввожу крючок 1, 2 в 3-ю петлю подъема. Захватываю нить. Далее накид на крючок и ввожу крючок в эту же вершинку. И выполняю столбик с накидом. И вот таким образом провязываю все 3 петли на крючке. Далее опять пико из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И смотрите, в дальнейшем мы будем захватывать вот эту нить. Вытягиваю, то есть незавершенный столбик, накид, и теперь ввожу крючок в следующую вершинку. В каждую вершинку я буду провязывать по 2 столбика с накидом. И провязываю первый столбик. Далее опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот моя нить. Ну, то есть это столбик без накида, да, незавершенный, который мы выполняли. Опять мы его выполняем, накид, и в эту же вершинку столбик с накидом. И 3 петелечки вместе. Вот так красиво, аккуратненько у нас с вами будет все получаться. И продолжаю. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ввожу крючок, захватываю. Столбик без накида незавершенный, накид. И уже в следующую вершинку провязываю столбик с накидом. И 3 вместе. И опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Захватываю. Накид и в эту же вершинку. Вот такая красота у нас с вами получается. И так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. И я завершаю выполнение. Выполняю, смотрите, воздушную ниточку обрезаю. И вы можете себя проверить. У вас должно получиться 12 столбиков с накидом. Один из столбиков, первый, у нас заменяют 3 воздушные петелечки подъема. То есть 3 воздушные петелечки подъема и 11 столбиков. Да? И пико у нас 11. Проверяйте себя. Все, наша рыбка готова. Осталось убрать ниточки. Я вот таким образом делаю красиво хвостик и пришиваю бусинку. Бусинку можете черную пришить, но поскольку я решила, что рыбка у меня золотая, я все-таки пришила
золотую бусинку. Можно, смотрите, вот таким образом, да, плавничком вот этим вверх сделать, а можно вот этим. Поправите все и можно вот так сделать. Все зависит от вас. И посмотрим, что у нас получилось после того, как уберем наши ниточки. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать просто потрясающие золотые рыбки. Вяжутся очень-очень просто, смотрятся великолепно. Если вы не найдете золотую пряжу, вяжите просто из желтой пряжи. Сделайте золотые глазки, будет очень красиво. На что обращаю ваше внимание? Смотрите, рыбка у нас с вами получается двусторонняя, то есть с одной и с другой стороны смотрится одинаково. Вы можете сделать плавничок вот таким образом, да, у нас получится как бы рыбка прямо с короной, золотая рыбка, да, такая королева золотых рыбок. Или можно плавничком вот таким сделать вверх. Я специально сделала два варианта, выбирайте, какой вам больше нравится. И что еще хочу сказать, можно вот таким образом, да, как у меня, связать их, повесить на елочку, можно просто украсить дом. И надеюсь, что эта золотая рыбка будет исполнять все ваши желания, не только в праздники новогодние, но и в течение всего года. Присоединяйтесь. Большое спасибо, что смотрели мой мастер-класс. Всего вам наилучшего, творческих успехов и до новых встреч!